Новые рейды Легиона Свобода России и свержение Путина, тяжелая ситуация в Харьковской области и резкое требование Украины. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Москва готовится к войне и миру. Кремль опубликовал заявление Путина перед поездкой в Китай. Какой основной месседж? Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Наступление россиян в Харьковской области, бои на улицах Волчанска и излюбленная тактика россиян. Бои идут достаточно тяжелые, действительно, поскольку такие достаточно значительные силы зашли со стороны Российской Федерации. Ударить по России. Украина требует от США снять запрет на использование американского оружия. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под роликом. Начинаем! Новый министр обороны РФ уже хвалится Путину так называемыми победами. На этот раз победой якобы над американскими и французскими ракетами. У Белоусова заявляют, что в ночь на среду отразили массированную атаку на Белгородскую, Ростовскую и Курскую области и временно оккупированный Крым. В Москве заявляют, что над украинским полуостровом были сбиты якобы 10 американских ракет «Атакамс». В то же время украинские мониторинговые группы сообщают о взрывах и последующем пожаре на аэродроме Бельбек в Крыму. Там базируется 38-й истребительный авиационный полк российской армии. Благодаря спутникам удалось зафиксировать 3 очага пожара. В частности, в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер». В Ростовской области БПЛА атаковали топливную базу, в результате зафиксированы 2 взрыва. И по сообщениям россиян, над Белгородской областью летали французские управляемые авиабомбы. Подтверждения этой информации нет. Кроме того, напомню, что западные партнеры Украины запрещали официальному Киеву использовать их оружие по территории Российской Федерации. Только лишь Великобритания была не против. Оккупанты армии РФ пытаются закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы в дальнейшем продвигаться и занять этот населенный пункт. О ситуации сообщает Deep State. Представители украинской полиции, которые занимаются эвакуацией населения, делятся своей інформацією. Ситуація в Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Мы на месте працюємо. В украинском генштабе заявили, что на Харьковском направлении в районах Лукьянцев и Волчанска украинские защитники отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь. О том, что происходит в Харьковской области, нам в деталях рассказал доброволец Легиона Свобода России. Это подразделение, которое воюет против путинского режима совместно с силами обороны Украины. Украинские силы обороны внимательно следили за концентрацией российских войск с той стороны границы, и это было одним из возможных направлений. Поэтому, собственно, несмотря на то, что бои идут достаточно тяжелые, действительно, поскольку такие достаточно значительные силы зашли со стороны Российской Федерации, но и потери у путинской армии тоже значительные, потому что основная их тактика излюбленная — это переть на проломы, то есть мясные штурмы. Конечно, то, что там леса, это в значительной степени играет на руку, с одной стороны. С другой стороны, это ограничивает возможность, например, поддержки бронетехники. В общем, в любом случае, это не стало такой уж неожиданностью для сил обороны, поэтому нам есть чем их встретить. Возможно, мы понимаем, что это не единственное направление, откуда исходит угроза, но в любом случае вооруженные силы Украины, мы, как их часть, готовы к отражению атак противника. О наступлении россиян в Харьковской области говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен, который побывал в Украине. Он заявил, что ВСУ противостоят величайшей угрозе трансатлантической безопасности со времен окончания Холодной войны. Также госсекретарь США считает, что Путину и россиянам придется рассчитаться за все разрушения в Украине.
Есть еще один важный шаг, который мы можем предпринять. Заставить Россию заплатить за восстановление Украины. Россия должна заплатить за восстановление того, что Путин разрушил. Этого требует международное право. Этого заслуживает украинский народ. Наш Конгресс дал нам право арестовать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены воспользоваться ими. Мы работаем с нашими партнерами по G7 над тем, чтобы эти обездвиженные суверенные активы России использовались для устранения ущерба, который продолжает наносить Путин. Большая семерка может разблокировать миллиарды долларов и послать Путину мощный сигнал о том, что время не на его стороне. После этих заявлений Блинкен отправился в одно из киевских заведений, где сыграл на гитаре и спел. Мимо не прошли пользователи Твиттера, которые разобрали выступление Блинкена на мемы и раскритиковали госсекретаря, напомнив о непростой ситуации в Украине на поле боя, нехватке вооружения и обстрелах мирных украинских городов. Украина настаивает на том, что США должны снять запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по объектам внутри России. Об этом пишет Политика. Позитивного решения в этом вопросе будут добиваться представители украинской власти уже на этой неделе в Вашингтоне. Эти запреты в Киеве считают наручниками, которые сковывают действия ВСУ. И из-за этих запретов россиянам удалось подготовиться к наступлению и начать его в Харьковской области, пишут авторы издания. Украинские официальные лица в течение нескольких недель наблюдали, как русские сосредотачивают свои силы вблизи украинской границы, не имея возможности использовать поставляемое США оружие для нанесения упреждающего удара из-за политики Вашингтона. Администрация Байдена в качестве условия отправки оружия дальнего радиуса действия в Украину заявила, что оно не может быть использовано для нанесения ударов по территории России. Путин заявил, что хочет мира и готов к переговорам. Кроме того, жалуется на западные санкции. Военный преступник в преддверии своего визита в Пекин дал интервью китайскому агентству Синьхуа. В этом разговоре вновь никаких слов признания в том, что Россия начала захватническую войну. При этом Путин заявляет, что Москва готова к устойчивому и справедливому урегулированию конфликта на основе китайского мирного плана, который в свое время представил Си Цзиньпин. Напомню, Китай предлагал уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров, решение гуманитарного кризиса, защита гражданского населения и военнопленных, обеспечение безопасности атомных электростанций, уменьшение стратегических рисков, содействие экспорту зерна, прекращение односторонних санкций, поддержка стабильности промышленных цепей и цепей поставок и содействие послевоенному восстановлению. В Киеве, напомню, называли этот план противоречивым и акцентировали внимание на том, что в нем нет ни одного пункта о том, что Россия должна вывести свои войска из Украины и вернуть оккупированные территории. Путину такой план нравится. Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение, что нашло отражение в плане из 12 пунктов. Зафиксированные в документе идеи и предложения свидетельствуют об искреннем стремлении наших китайских друзей способствовать стабилизации ситуации. У Китая есть своя игра, она точно не связана с интересами России, она связана с интересами Китая, долгосрочными интересами Китая. Я думаю, что ключевые вопросы, которые будут обсуждаться Путиным там, это продолжение поставок невоенных позиций как бы экономического свойства народного хозяйства, которые потом Россия будет использовать в военном производстве. Это микросхемы, микрочипы и так дальше. Станки. Второе, конечно же, они будут говорить о продолжении продажи энергоресурсов России в Китай. Китай сегодня заинтересован в дешевых энергоресурсах, Россия готова предоставлять Китаю огромные дисконты, Китай в этом заинтересован. Третье, я думаю, что будут говорить о тех землях, которые Россия уже пообещала Китаю, что, по сути, отделит от территории России
Это будет звучать как аренда, как предоставление территории для развития какого-то народного хозяйства, поселений и так дальше. Но, по сути, это будет уже отчуждение территории Российской Федерации. Путин готовится к длительной войне. Об этом пишет Bloomberg, анализируя кадровые перестановки в Москве. Тем временем в Легионе Свободы России тоже говорят о том, что Путин не собирается завершать войну. Российские добровольцы, воюющие на стороне ВСУ, говорят, что по-прежнему не отказались от своих планов по свержению Путина. К этому они тоже готовятся. Новые рейды Легиона, РДК и Сибирского батальона будут, однако для этого необходимы определенные условия. По большому счету, конечно, добровольцы, Легион Свободы России, Сибат, РДК – это основной мотор этих каких-либо возможных перемен внутри России. Много всегда обсуждается сценарий табакерки, либо какого-то внутреннего заговора. Если честно, ничто на это не указывает и не предвещает. Путин достаточно эффективно построил полицейское государство, что купируются все и народные возмущения, и внутренняя безопасность бдит все вольнодумия и какие-то свободомыслия внутри этой властной вертикали. Для этого мы ходим в рейды на территорию Российской Федерации, чтобы однажды туда зайти на более длительный срок и на более значительную глубину. Поэтому рано или поздно, конечно, это план максимум, а пока Путину власти, другой задачи не может быть. Потому что мы прекрасно понимаем, что вооруженные силы Украины не будут переходить границу государственную российско-украинскую, а мы граждане России, мы будем переходить, возвращаться к себе домой и наводить там порядок. Поэтому главные задачи свержения Путина никто не отменял. Никаких секретов больше нет. Украинский кабинет министров денонсировал соглашение с Белоруссией о взаимном сохранении межгосударственных секретов. О таких действиях украинской власти сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Известно, что это соглашение было подписано 31 год назад в Минске. В Словакии произошло нападение на премьер-министра Роберта Фица. По информации местных СМИ, инцидент произошел после выездного заседания правительства в провинции, когда Фица выходил к публике. Прозвучало несколько выстрелов. Премьер-министра экстренно эвакуировали на вертолете в больницу Братиславы. Словацкий телеканал ТАСС уточняет, что в Фица стреляли 4 раза, и одна из пуль, вероятно, попала ему в живот. Свидетели также говорят, что видели кровь на голове и груди премьера. Официальная информация о состоянии здоровья Фица пока не поступала. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Супер спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.